Здорово, танкисты! С вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре советский тяжелый прем-танк 8 левела КВ-4 Турчининова. Да, вот такой вот огромный красивый танк. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем и передаем слово нашему мехводу Петровичу. Итак, господа, что касаемо брони, к сожалению, я нигде не нашел коллижен модели бронирования данного нового танка. Ни на танке GG, нигде. Поэтому сможем бронирование только оценить, да, вот по этим данным. 180 в корпусе, 210 в башне, то есть, соответственно, ну, вот здесь в корпусе 180, прям по центру. Здесь, естественно, будет там НЛД, ВЛД за счет наклона брони изменяться данные. Вот. По НЛД непонятно сколько. 180 это верхняя часть, как правило, описывается. Вот. Но в подбашенной рубке факт приведенки, учитывая небольшой наклон, ну, наверное, где-то 210-220. По поводу брони башни, вот в этих прямых вот здесь местах будет 210, к низу, к верху и в щеки, естественно, расползаться 220-230 плюс. Вот. Как-то так. Борт здесь жирный, скорее всего, около 100 миллиметров. Вот, соответственно, танкует он от борта, скорее всего, знатно. По пушечке. Пушка у нас 9 левела, 107 миллиметровка. Вот, 320 альфа на основном и на голдовом снаряде, 420 на фугасе. Фугас со слабым бронепробитием 62 мм. Основной снаряд бронепробития 227, 262 на голде, что вполне себе очень даже неплохо. У нас барабан на 3 снаряда. Время КД между выстрелами 3 секунды. Время здесь у нас получается... Первый снаряд лезет 8,5 секунд, второй 11,3, третий 12,7. Поэтому, по сути, выгодно стрелять как на цикле с первого снаряда. Он быстрее всего заряжается. Но не всегда такие возможности у вас будут. Соответственно, будет полный барабан. И, соответственно, ну все равно это удобно. Барабан это всегда удобно. 0,38 точность, как для советского танка, еще и на барабане уникальная на самом деле. Потому что, ну, блин, советский танк с барабаном, ну, не должно быть здесь, наверное, такая точность. Но она присутствует, и это на стоке данной. 2,6 время сведения. Касаемо полевой модернизации. Во втором блоке ставим вездеходную ходовую, в четвертом отстройку параллакса, в пятом звукоизоляцию, вторым слотом берем на мобильность. По оборудованию. Поскольку танк медленный, вот, обязательно ставим турбину. Для него это в обязаловку, стаб и закалку рекомендую поставить. По снарядам. Основной снаряд у нас бронебойный, летит, кстати, как для советского танка. Интересно, 1043 метра в секунду. Голдов у нас подкалиберный снаряд летит 1304 метра в секунду. Очень хорошо. И 1043, кстати, летит фугас. По снаряжению. Ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Можно себя побаловать, как я, доп. Пайком. У нас большой экипаж. У нас 5 членов экипажа. Перки наблюдаете перед собой. Теперь по плюсам и минусам. Ребят, как для советского танка на барабане, у нас уникальная, во-первых, на пушке точность. Давайте откроем данные. Вот сейчас у нас точность, господа, 0,34, а у нас барабан. Время сведения более-менее комфортное, 2,33. Дальше у нас быстрые абсолютно все снаряды, хорошая скорость полета, неплохое пробитие как на основном, так и на голдовом снаряде. 320, нормальная опять же альфа для 8 левела на барабане тяжелого советского танка. Вот, и конечно единственный минус это у нас даже не ниже минимальных комфортных углов вертикальной наводки у нас всего лишь минус 6. Вот это омрачает немного ситуацию для рельефных карт. По ХП у нас все ровно, 1760, как для тяжа 8 левела, предостаточно. Мобильность у нас 30 вперед, 14 назад, 12, ну почти 13 лошадей на тонну удельная мощность. И, конечно, это мало. Танк, конечно же, медленный. Даже на турбине он едет вперед всего лишь 30. И это надо учитывать, это минус этого танка. Обзор у нас 394 метра, ну стандартный для тяжелых танков 8 левела. Наши плюсы это броня и это барабан. Барабан плюс броня.
Все, едем танк проверять, посмотрим, на что он, собственно, способен. Так, господа, обзор у нас нового танка КВ-4 Турчининова из новогодних коробок, 8-й левел, тяжелый советский прем-танк. Арты нету, это хорошо. Арты нету. Все, никаких больше скучных инструкций. Соберись, пора на охоту. Погнали на фланг тяжелых танков. Игра без голды. Барабан у нас, ребята. Ну чё, вроде едет даже. О, чё, дадут по мне? О, пытались в меня, стреляли. ЛТшечка высветила. Мы едем в далекие края, господа. И 6 наш за камушек поехал, да? Тихо, тихо. Там еще в кустиках и Сули стоит. Ребят, лагает. Лагает опять. Господи, что ж ты делаешь-то, а? Стоит там в кустиках. Ну просто все летит. Вот сейчас куда-то залетел, наверное, даже. Все в кривь и кось. Лебзики. Отъехал. Но один снаряд Блайт у нас точно зашел. Заряжаем барабан. Вот, зашел. Сейчас не знаю, возможно. Ха-ха, в люк стрелял, уехал на метр выше танка, ребят. Вот такая вот замечательная точность. Опять лагает. Я даже не знаю, куда танк едет. Но это с нашей точностью в люк леву попасть, это, конечно, еще та история. Еще та история. Пока только блайндим. Жесткая перестрелка у нас. Конечно, надо ехать вперед уже по-хорошему. Опять лагает. Постоянно лагает. Постоянно.
Светим. Мы светляки в этом бою. Ага, из суда приехал. Выехал из кустиков. Я пожалею о том, что я делаю. Так, итальяшка стоит в кустах. Угу. Там итальяшка в кустах. Есть пробитие! Пробитие. Все, завалили. Вижу пробитие. Блин, труп отстрелялся. Все, ребят, полтора худалих. Отличная работа. А где итальяшка? Вон он. Ну его сейчас убьют, я даже не успею пострелять. Ну, а реал, говорю. Без галды и бой, ребят. Попадание по модулю. Так, 2К дали. Подсветили суммы. Там что-то у нас даже есть. Едем дальше. Ну, тут уже победу. У врагов турбослив. Долго мы стояли на своем фланге. Но все равно барабан это всегда удобно. И тем более на таком бронированном танке. Ух! КВ-4 Турчининова. Имба. Ну, он туда заехал, за камень, скорее всего. Его тут уже нету. Не, ну тачка, кстати, интересная. На самом-то деле. Да все, ЛТ вот уже. Отлетай давай в ангар. Все. Победа. Итого 1800, но возможно есть блайнды. То есть пока сумма у нас получается где-то 2200. Для 8-го левела, конечно, маловато. Надо всегда стараться на 8-м левеле настреливать. Суммарного урона вообще делать 3К. Но до 3К мы прям не добрались сильно. Затормозились. Но барабан на этом танке — это кайф. Кайф. Тачка, в принципе, неплохая. Второе место у нас был Blind 1. Все-таки зашел. Высота второго, скорее всего, либо в итальянца. Итого у нас получилось, ну, почти 2500. Вот. И сколько тут? И 4... Ну, ребят, почти 3К сделали. Ну, 100 очков не хватает. 2900 суммы. Сойдет. Вот тогда сойдет. Кстати, начислило 304 тысячи серебра. Очень даже знатно. Хорошая ли эта машина? На самом деле неплохая. А учитывая, что есть барабан, а барабан это всегда удобно на средних либо тяжелых танках, да и на ПТшках. Поэтому броня есть, пушка есть с барабаном. Че не поехать, не пострелять. Я по 5-бальной системе этой машине ставлю 4 балла. Вот, ребята, у кого выпал из коробочек данный агрегат, пишите, какой вы используете оборудование на этой машине. Как вам в целом этот танк? Я считаю, что в принципе танк неплохой. Неплохой. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, а я вам говорю до скорых встреч. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.